В Новый год принято делать подарки. Я хочу сделать подарок жителям Горячего Ключа, сказать им о том, что я забочусь об экологии региона Кубань, даже из Испании. Меня зовут Андрей Панюшкин, и я журналист в Испании. В 2022 году, весной, я обнаружил то, что около насосной станции водоканала Ярославского 139Б разливаются канализационные воды из колодца водоканала, который принадлежит администрации Горячего Ключа. Я написал в начале марта 2022 года много заявлений, жалоб, просил принять меры, просил установить виновников, прекратить нарушение законодательства и, соответственно, добиться, конечно, штрафов и компенсаций. 11 марта 2022 года приехали представители Россельхознадзора, забрали пробы из реки Псикупс на улице Кирпичной около 12 дома, прошли по всему маршруту вытекания фекалий в реку через лесной массив, это земли лесного фонда, это сельхозземли, это земли поселений, большое расстояние вдоль улицы Ярославского до завода минеральных вод «Айсберг». И там большие поля были залиты фекалиями. И еще в одном месте вытекала вода, неочищенные стоки в реку Псикупс, уже рядом с насосной станцией. Это было в начале марта. Проводились экспертизы, мне ничего не говорили. Я летал там на коптере, снимал масштабы бедствия, публиковался в СМИ весной, летом. И точно установлено, поскольку я неоднократно обращался в полицию, в прокуратуру, что эти сливы были как минимум с марта по сентябрь 2022 года. Еще один слив, похожий, то есть спровоцированный сотрудниками водоканала, я нашел около насосной станции на Пархоменко 5. Там вообще проделали дырку в боковой стенке колодца канализационного коллектора. И все фекалии вытекали из колодца в услужливо прокопанную канавку, чтобы не бросались в глаза. И потом растекались по полям и вытекали в реку Псикупс. А в этом я тоже написал заявление в полицию. Результат. Никто мне не дал ответов в 2022 году, кто же понес ответственность за те разливы. В 2024 году, в октябре и ноябре, я написал много заявлений. Россельхознадзор, Росприроднадзор, Министерство топливно-энергетического комплекса, в полицию, в прокуратуру. Никто из прокуратуры мне не ответил по этому разливу. Россельхознадзор ответили, что мы все передали материалы в прокуратуру. Минтек и ЖКХ, администрация Горячего Ключа ответили в том духе, обычной отпиской, что мы делаем, стараемся. Администрация сказала, что то был аварийный разлив и какой-то там ответственности должностное лицо водоканала привлекли. То есть, понимаете, залито было, по моему подсчету, больше 300 квадратных километров поверхности. Земли лесного фонда, земли поселений и сельхозземли в основном. Губернатор Краснодарского края говорит, что он борется за сохранение сельхозземель. И ради этого меняют генпланы городов, в том числе и Горячего Ключа. Заливали месяцами, если не годами. А я знаю, что, конечно, этот разлив был годами, потому что мне местные депутаты потом, когда я обнаружил этот разлив, в качестве аргумента «ну и что такого?», прислали видео 2021 года, где было то же самое место и разливались фекалии на Ярославского 139Б. То есть, как минимум, год все это разливалось. Говорят, что выделялись большие средства на работу очистных сооружений, на реконструкцию очистных сооружений в Горячем Ключе. Ну, не знаю. Мне кажется, что то, что делает водоканал, делал и делает, это спойлер,
Это специально сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на насосы, которые перекачивают фекалии. Дело в том, что в горячем ключе очистные сооружения находятся с другой стороны реки Псикупс, чем город. И вот, проделав эти отверстия, просто экономят деньги на электричестве, как я думаю, и на мощности насосов. То есть меньше фекалий, меньше насосы нужны, маломощные нужны. Но мне пишут, что все хорошо. Суть в том, что никто не понес ответственности, земля не рекультивировалась, и никаких компенсаций никто не заплатил за то, что месяцами, годами загрязнялась река Псикупс в нескольких местах. 24 декабря сего года, то есть неделю назад, местные жители, зная, что я борюсь за экологию в горячем ключе, зная то, что я пострадал за свою борьбу, и мне сожгли дом 3 декабря 2022 года, в том числе и за это, чтобы не сильно вякал, прислали мне видео со словами «оно течет», «гомно течет по-прежнему». То есть из того же колодца, предположительно, но как минимум те же самые поля на дороге от завода Минвод Айсберг до Насосной и слева и справа затоплены фекалиями. Водоканал, услужливый, еще достаточно давно проложил под этой дорогой трубу диаметром порядка 50 сантиметров. Когда я видел в 22-м разливы, эта труба была в среднем заполнена наполовину. Такой мощный напор идет. Все течет. Я обращаюсь к прокурору горячего ключа Зауру Сизо, поскольку мне не ответили на мои заявления, ранее этой осенью направленные. Я обращаюсь к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Прошу вас провести проверку не только самого факта разлива, но и установить, как долго в 2024 году фекалии затапливают поля, то есть это точно не аварийный разлив. Проведите, Заур Махмудович, настоящее расследование. Но не могу понять, почему с 2022 года не возбуждено уголовное дело против Родиона Французова, директора водоканала, против Виталия Черного, замглавы по ЖКХ, ну и, соответственно, против Сергея Белопольского, который многие годы руководит горячим ключом. Директора водоканалов меняются, а Белопольский продолжает руководить, и фекалии продолжают течь. Заур Махмудович, Пономаренко 5, там огромные поля, залитые фекальным илом, и, возможно, там тоже течет. Ярославская, 139Б. Вениамин Иванович, вы в Краснодарском крае известны как поборник экологии, как зеленый губернатор. Я прошу вас, обратите внимание на горячий ключ. Обратите внимание на вашего подчиненного, он у вас называет единственным своим начальником, на Сергея Викторовича Белопольского. Вы исполните пожелание жителей горячего ключа, в том числе и мое. Сделайте нам новогодний подарок. Остановите этот экоцид. Прекратите ежегодное систематическое сливание фекалий в реку Псикупс. С наступающим.